Привет, друзья! Сегодня будем рассматривать ковидные правила въезда в Испанию. Поговорим о действующих сертификатах, о том, как заезжают в Испанию из стран Евросоюза, как туда ездят украинцы, как ездят туда россияне. А также заполним форму санитарного контроля, которую должны заполнять абсолютно все, кто приезжает в Испанию из-за границы. Эта форма называется FCS, она же, собственно, PLF форма, Passenger Locator Form для Испании. Итак, главное правило. Испания еще в 2021 году разделила все страны на три большие группы. Первый список счастливчиков. Это, конечно, все страны Евросоюза, а также еще 14 стран-партнеров. Резиденты этих стран могут въезжать в Испанию без каких-либо ограничений, предъявив на выбор что-либо одно. Либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа, или антиген-теста, сделанного, внимание, за 24 часа, а не за 48. Также в эту группу попадают все путешественники, которые путешествуют на территорию Испании из стран Евросоюза. И именно этой лазейкой пользуются россияне. Они летят в Будапешт, либо в Грецию, в Афины, берут отдельный билет и летят уже непосредственно из Греции или Венгрии на территорию Испании, предъявляя при этом ПЦР-тест или антиген-тест. Вторая группа, наоборот, это страны с повышенным уровнем риска заражения. Этот список стран Испания пересматривает каждую неделю. Вы можете с ним ознакомиться по ссылочке, но у меня есть подозрение, что очень скоро такой список стран с особого риска вообще отменят. Украины пока в этом списке ни разу не было, но обязательно перед своим путешествием все-таки проверьте информацию. Те, кто въезжает из таких стран, наоборот, к тесту вакцинации должны добавить еще отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. Ну и третья группа. Третья группа – это и есть третьи страны, в которые, например, входит и Украина. И эта группа имеет пока на сегодня особое ограничение на несущественные поездки. А туризм, как известно, это у нас несущественная цель поездки. Так вот, ограничение касается того, что поездки с несущественной целью до сих пор официально в Испании запрещены. Есть несколько исключений. И главное исключение, которое нас интересует, это наличие валидного, действующего, полного сертификата вакцинации. О нем мы сейчас и поговорим. Как известно, с 1 февраля Европа уже окончательно ввела свой цифровой сертификат вакцинации. Он действителен, валиден с момента 14-го дня последней прививки и плюс 270 дней с последней прививки. Дальше он должен быть обновлен бустерной зоной и, соответственно, сам сертификат сгенерирован снова. Эти сертификаты признают все европейские страны, и к сети европейцев еще присоединились около 30 стран на сегодняшний день. То есть на сегодня в этом списке уже около 60 стран, и он планирует быть расширенным до 80 в течение 2022 года. Страны-партнеры, которые входят в эту сеть, взаимно признают сертификаты друг друга. Он считается эквивалентным европейскому. Скачать мы его можем в формате PDF с телефона, приложения DI или, например, с портала DI тоже. Сертификат должен иметь обязательно QR-код, просто справка от врача, желтенькая, на которая QR-кода не имела, не дает оснований для въезда в Испанию. Итак, супер приятно, что, конечно, в списке партнеров ЕС есть Украина, есть там также Грузия, есть там также Молдова, России там нет, ну и вакцины ее не признаны во всем мире, поскольку руководство считает, что россияне, наверное, должны отдыхать на курортах Краснодарского края, ну или Красноярского, я не знаю. А вообще вакцины Испания признает любые, все, которые были одобрены Европейской ассоциацией, либо Всемирной организацией охраны здоровья. И еще несколько дополнений для путешественников, которые едут на лыжи в Андорру. Как известно, эта маленькая крохотуличная горнолыжная страна не имеет собственного аэропорта, и ближайший к горнолыжным курортам Андорры аэропорт находится в Барселоне.
и, соответственно, все летят в Барселону и далее на автобусе едут уже на свои курорты. Так вот, ничего дополнительного, кроме испанской формы, для въезда в Андорру не понадобится, а испанскую форму нужно будет заполнить так, что это транзит. Не удивляйтесь, при транзитной форме вас попросят заполнить поле вылета из Испании, но его придется оставить пустым, поскольку это тоже транзит, только наземный. При обратном возвращении из Андорры в Испанию вам также не потребуется второй раз заполнять санитарную форму, поскольку она требуется только для влета воздушным транспортом или вплывания в Испании по морю. Также не потребуется заполнять санитарную форму всем тем, которые путешествуют внутри Испании. То есть, если вы летите из Мадрида на Тенерифе или обратно, ничего такого особенного вам заполнять не следует. Ну и давайте зайдем сейчас на сайт Министерства здравоохранения Испании и заполним эту пресловутую форму. А я отключаю свое видео и переключаюсь на запись экрана. Я буду заполнять форму на сайте spth.gov.s, но кроме этого вы можете заполнить ее и в приложении. Точно те же 4 буквы от Spain Travel Health Program, и можно заполнить все то же самое с телефона. И обратите сразу внимание, что начать заполнение мы можем когда угодно, можем и заранее, но отправить итоговую форму должны не ранее, чем за 48 часов до прилета в Испанию. Форма у нас может быть как индивидуальной, так и групповой. Очень удобная групповая форма для заполнения на семью. Хотя мы можем заполнить индивидуальную форму на ребенка также в разделе индивидуальной формы. Но групповую форму может заполнить только совершеннолетний участник группы или семьи. При этом потом на почту QR-коды придут для каждого участника группы отдельно. Я заполню индивидуальную форму на английском языке. Итак, первое, что мы делаем, мы заполняем личные данные. Это фамилия, имя, номер паспорта, как в загранпаспорте. Номер рейса. Возьмите его в своих билетах. Сейчас из Украины очень многие летят компанией SkyUp, тогда номер рейса может выглядеть вот так. И дата прибытия. Дату прибытия я поставлю в течение 48 следующих часов, для того, чтобы смогла вам показать полное заполнение. И нам нужно указать свой email, куда нам придет код подтверждения, и подтвердить его. Дальше мы должны отметить чекбокс для транзитных пассажиров. Именно здесь будут заполнять те, кто летят для поездки в Андорру. Мы сейчас не будем ничего заполнять здесь. И если мы заполняем анкету для несовершеннолетнего пассажира, тогда мы поставим здесь чекбокс и укажем, что сверху у нас будут данные ребенка, а здесь будут данные взрослого, который заполняет анкету. Подтверждаем капчу, говорим, что мы поняли все условия и отправляем первую форму. Далее мы сможем продолжить заполнение на сайте, получив уже код для него на почту. Нам показывает, что форма начата успешно. Можем продолжить, либо непосредственно зарегистрироваться на сайте, если мы часто собираемся летать в Испанию, возможно, нам удобно будет сделать свой кабинет. Я нажму «Продолжить». И сюда нам нужно будет в поля ввести те идентификаторы, которые пришли нам на почту. Проверяем. Вот мы уже получили письмо. Мы можем всегда вернуться по ссылке, непосредственно заполнять анкету. И нам понадобится идентификатор формы и код. Итак, я указываю номер паспорта, который я уже показала, и код, который пришел нам в письме. Продолжить. Шаг 1. Персональная информация. Фамилию и имя уже подтянула, заполняем остальное. Пол,
телефон, другой телефон можно не указывать, имейл нам подтянула, дата рождения и постоянный адрес. Указываем номер, а потом улицу. Номера квартиры у вас может и не быть. Выбираем свою страну, указываем область, город. По желанию можно индекс. Продолжаем. Шаг 2. Полетная информация. Мне уже подтянуло, что я лечу SkyUp авиалинии, потому что я указывала ее аббревиатуру, номер рейса и дату прибытия. Мы должны указать обязательно номер нашего места в самолете. Именно поэтому форма и заполняется позже, за 48 часов. Вы можете всегда к ней вернуться и дозаполнить потом номер места, поскольку без него вы не получите QR-код санитарной формы. Адрес, где вы остановитесь. Это может быть отель. Для этого обычно я беру название отеля, засовываю его в Google и потом беру все данные и копирую. Запятые не любит система и точки. Номер апартамента у нас может не быть. Выбираем регион. В данном случае у меня это Каталония, Таррагона. Индекс можно не указывать. Можно обозначить, если мы все время будем оставаться в этом месте. Продолжить. Третий шаг. Он будет нам доступен только за 48 часов до нашего прилета, за 2 суток точнее. Мы выбираем страну отправления для полета в Испанию. Если я лечу непосредственно из Украины, я ее и выбираю. А также должны дополнить списком стран, в которых мы побывали за последние 14 дней. Если мы хотим, мы можем даже добавить сюда страны. У меня их нет. Выбираю цель посещения туризм и сохраняю. Вопросы по здоровью. Нас здесь предупреждают о том, что с 1 февраля 2022 года цифровые ковид-сертификаты ЕС должны быть перевыпущены для того, чтобы обновить их с бустерной дозой. А также предупреждают нас о том, что антиген-тесты, разрешенные в Испании, сейчас действуют только 24 часа, а не 48, как раньше. И первый вопрос: контактировали ли вы с кем-либо, кто имел симптомы COVID-19? Нет. Выбираем вид сертификата, который вы имеете. Если вы житель Евросоюза, мы выбираем первый, европейский цифровой сертификат. Если вы житель Украины, выбираем эквивалентный цифровой ковид-сертификат. И вот у нас список стран, которые являются партнерами в этом. Это сейчас, на февраль 2022 года. И другие сертификаты. Их обычно выбирают россияне для того, чтобы указать диагностик-тест. Мы выберем эквивалент-сертификат и выбираем наш PDF-сертификат из ДИИ. Указываем, что это вакцинационный сертификат и удостоверяем его действительность. Validated. Сертификат успешно валидирован, и мы продолжаем. Нас спрашивают, уверены ли мы, что все данные у нас правильные. Да. И мы подтверждаем правила Министерства здравоохранения Испании. Форма заполнена. Мы можем загрузить ее в PDF-формате. Вот так она будет выглядеть. Она же с QR-кодом придет вам на почту. Дети до 12 лет также получат свой код, но не обязаны предоставлять вместе с ним доказательства вакцинирования на границе.
А у меня на сегодня это все, а с вас лайк. Пока и до встречи!